Рудольфа Шенкера модель Татьяна никогда еще не соглашалась на интервью и только сегодня решилась рассказать о своем романе с этим горячим немецким гитаристом. У меня вообще даже абсолютно никаких ни видов не было на него, просто общение. Я училась тогда на факультете иностранных языков, и мне было просто даже интересно, потому что в моей жизни был первый иностранец. Они познакомились на концерте в Новосибирске. Группа Scorpions проводила по городам России конкурс «Королева рока». Модель Таня в конкурсе победила. Она и не думала, что ее главным призом окажется сердце Рудольфа. Когда на сайте увидела эти все черепа, черные, синие цвета, и все эти у Рудольфа любимая коронная мимика, это вот, моя мама, конечно, была не особо там под впечатлением, под таким приятным. В 19 лет отважная Таня переехала в Германию. Рудольфу было уже 55. Татьяна еще не знала, что ее возлюбленный совершенно не умел ухаживать за русскими девушками. Мы подъехали на спортивной машине, и она низкая-пронизкая. Я ему говорю: ты мне открой, пожалуйста, дверь, я руку подай. Он мне говорит: ты что, надо мной вся деревня смеяться будет. Пока Таня расскажет свои секреты воспитания мужчины, Рудольф с музыкантами едет в собственный вип-зал в местном Ледовом дворце. Но и здесь он говорит только о любимой Татьяне. С Таней я наконец понял, что такое загадочная русская душа. Я попал в любовное приключение между Германией и Россией. Среди старых снимков Рудольф находит это небольшое фото из родной России. А я однажды искупался в Байкале. Вот, мне потом Клаус подарил. Я плавал в Байкале аж 10 минут. И мне мой доктор кричал: «Рудольф, вылезай, ты нам нужен живым». Вода была очень холодная, всего 2 градуса. И вы так замерзли, что купались в шапке? Да, абсолютно точно. За стеклом на арене вовсю готовятся к их очередному концерту. И сегодня музыканты из Scorpions открыто признаются, если бы не Россия, они никогда не стали бы так популярны. В России мы поняли, что надо быть не просто тяжелыми рокерами, нужно и эмоции показывать. И тогда мы начали писать наши баллады. Уже почти 40 лет эти парни играют рок, но на самом деле в душе они настоящие романтики. И когда русские девушки слышат их баллады, они забывают обо всем. Always somewhere, miss you where I've been. I'll be back to love you again. Looking forward to see you in Russia. Они еще долго будут обсуждать будущий концерт в Москве и раздавать автографы, а Рудольф уже спешит к своей Тане. Этот страстный и, казалось бы, безумный роман поразил и его друзей из Scorpions, и фанатов по всему миру. Ведь Рудольф даже старше Таниного отца, и ради нее он бросил свою немецкую семью. Я думаю, его очень многие отговаривали, звонили, говорили: Рудольф, ты что творишь? Ты сходишь с ума, одумайся, остынь. Это была судьба. Я сразу понял, что это что-то необычное. В Новосибирске она попала к нам на концерт случайно, но это было как будто спланировано кем-то свыше. Уже 7 лет они не расстаются. Таня бросила в России родной Иньяс, родственников и друзей. Рудольф был для меня вообще и мамой, и папой, и братом, и сестрой, и другом, и вообще всем просто. Эти русско-немецкие отношения выстроились не сразу, и для семейной идиллии им пришлось преодолеть не одну культурную стену. А он у нас как бы такой, не как наши русские мужчины. Наготовила, ему сказала: вот теперь наготовила, теперь и ешь. А он сказал: я это есть не буду. Не потому, что это было невкусно, а потому что как бы он запланировал сегодня вот столько-то съесть, он больше есть не будет. Спустя 7 лет Таня все-таки научила своего Рудольфа, как надо ухаживать за женщиной. Русская школа. Да. Тяжелая русская школа. И теперь он поднимает тосты с легкостью русского мужчины. Тост за мир, любовь и счастье. Что мне надо было выучить, это очень важно. Татьянин день, День Святого Валентина и что еще был? Был еще какой-то день. Женский день.
У меня этого никогда в жизни не было. В Германии никто не знает, что существует Международный женский день. Сегодня Тане 26, а Рудольфу 61. Он дарит ей цветы, а она играет с его внуками. Вот такой Wind of Change. Даже когда родился первый внук, мы поехали навещать. На регистрации меня вписали как бабушку. Смеялись, еще даже женой не стала, не мамой, а уже бабушка. Недавно Рудольф написал книгу, где рассказал о своей любви к сибирской красавице. Официальной свадьбы они пока не планируют. Говорят, им и так хорошо. На гастролях, в путешествиях, модных бутиках и ресторанах. Мы живем 7 лет без свадьбы. С ума сойти. 7 лет уже прошло, а мы все еще влюблены. Вот эту церемонию саму, конечно, хотелось бы платье, вечеринка, родственники. Я как бы крест на этом не ставлю. Я считаю, что всему свое время. Понимаешь? И сегодня, через 40 лет после начала пути легендарной группы, эти парни из Scorpions все еще готовы взбираться на новые вершины и совершать безумные поступки. Ведь они и сейчас все те же романтики с гитарами, для которых самое главное – дружба, любовь и дорога. И чтобы ветер перемен все так же дул в лицо. So, good night, Russia! I lose control when I'm close to you, babe. I lose control.